давайте я вам напомню, что было в предыдущей серии. Я рассказала о непростом труде в детском саду. Вам надо медаль дать. Медаль дать. Прошла курс молодого мультипликатора. Классно, вау. Ой, сломала руку деду. Узнала, каких женщин любят армянские мужчины. Он вот это какой-то, ты же назвал такую идеальную какую-то инопланетянку. Прошла боевое крещение коньяком. Надеюсь, сегодня обойдется без него. Все, вот что такое Армения. Коньяк, застолье. Добро пожаловать в Ереван. Это жизнь других. Чтобы немного подготовить вас к порции эксклюзива, начнем с некоторых общих фактов о столице Армении. Ереван – один из самых древних городов мира наряду с Римом и Стамбулом. Здесь проживает чуть больше миллиона человек, и 99% из них, вы не поверите, армяне. И если бы я родилась здесь, моя бы фамилия обязательно кончалась на Ян. И как Артур Акобян, я бы могла преподавать в академии и воспитывать смелых и справедливых полицейских. А могла бы, как и Тигран Хачатрян, работать главным технологом коньячного завода и самоотверженно проверять качество продукции изо дня в день. Но, скорее всего, я бы, как Арам Аветисян, уменьшала бы носы, боролась бы с морщинами, пришивала бы, отрезала бы. В общем, творила бы, как могла. Ведь кому-кому, а армянам фантазии не занимать. Пообщавшись с местными, мне проще перечислить, что армяне не придумали, потому что к чему ни прикоснись, все изобрели армяне. И я не шучу. Начнем с того, что если бы не Аванес Адамян, которого я до этого дня знать не знала, смотрели бы меня сейчас вы в черно-белом цвете. Армению называют нацией инноваций, и мы очень этим гордимся. Начну с того, что мы придумали банкомат. Армяне придумали фен, которым все пользуются. Кран с одним рычагом, который есть в каждом доме. Аппарат МРТ, который спасает миллионы жизней. Зеленый оттенок для долларов, которые наверняка есть у вас в заначке. Коробку-автомат, которая есть во многих машинах. И много чего еще. И не удивлюсь, если именно армяне придумали рожать детей. Вы не представляете, я нахожусь в государственном роддоме, который находится тут с 1931 года. Вот представляете, такая красота. И здесь по статистике родилось 350-360 тысяч человек. Вот это, представляете, все вот здесь. Ну так красиво, я бы тоже тут рожала и рожала. Я, конечно, нарядилась как в оперный театр, и фойе этого роддома очень даже его напоминает. Но улыбчивые армянские медсестры дали мне понять, что внутрь в таком виде мне нельзя. Впрочем, как и всем остальным. Все посетители хотят выглядеть эффектно, навещая своих роженец. Но у нас здесь свой дресс-код. Каждый посетитель, который приходит сюда, должен обязательно взять халатик. О, спасибо, спасибо. Вот, и тут видите, какие халатики, их даже халатиком не назовешь, такие модные накидки. Смотрите, видите, такая зеленая, есть еще розовая и голубая. Но так как в родильное отделение я идти не собираюсь, мне разрешили не превращаться в светофор и не пугать и без того замученных роженец. Обычные роды в Ереване стоят 145 тысяч драм, а с помощью кесарева 220 тысяч. Но все расходы полностью оплачивает государство. В Ереване 8 роддомов, но я пришла в самый старый и самый популярный среди них. И кажется, я понимаю, почему он пользуется спросом.
Если у роженицы нет никаких осложнений, то она будет получать сбалансированное 4-разовое питание. А вот я, так сказать, святая святых роддома, понимаете? А что может быть святее, чем еда? Посмотрите, вот что такая жара, конечно. Картошечка варится, рис уже готов. Это какая-то кисломолочная... бурда, терпеть много кисломолочных продуктов, но полезные, хорошие. И там я видела хачапури, не побоюсь этого слова. Ох, вот, понимаете, вот есть все-таки мое, блин. Надо мне про еду программу. И чтобы прочувствовать, каково это быть армянской роженицей, я решила продегустировать больничную еду. Ребята, понимаете, вот так меня можно соблазнить и рожать. Первый раз мамами армянки могут стать в 22-23 года. И к одной из таких молодых мамочек я и решила сегодня заглянуть в палату. Вас тут уже так много. Сколько вам лет? Это же дней, минут, лет уже, знаешь. В 16:30 будет 3 дня. Да 3 дня уже все, взрослый человек. Вы уже выписываетесь с именем или нет? Да, имя мы придумали сразу. Боже, красота. Вот это, наверное, только я такая мать, которая целую неделю называла своего ребенка после родов разными именами. Кем он только у меня не был. Ну, ничего, в итоге, знаешь, уже получилось, как получилось. В Армении принято называть детей именами своих родителей. Так испокон веков сложилось. Сына я назвал в честь отца, а дочь в честь бабушки моей бабушки. Главное, чтобы дети были здоровыми и сытыми. А голодным в Армении остаться просто невозможно. Ведь куда бы я ни пришла, везде кормят. Даже в роддоме хачапури угостили. О самых красивых местах, вкусных ресторанах, инсталлокациях и главных достопримечательностях Еревана я узнала благодаря Aviasales. Вот даже сейчас я нахожусь на рынке ГУМ, который нашла в приложении. Весь контент Aviasales собран местными жителями, которые делятся секретными местами и полезной информацией о городе. Единственная опасность в Ереване – это набрать лишние килограммы после вкусной еды. А вот о преступниках можно вообще не беспокоиться здесь. Ереван не раз попадал в рейтинг самых безопасных городов мира наряду с Мюнхеном и Абу-Даби. В Ереване чувствуешь себя абсолютно безопасно, ведь пьяных и агрессивных людей встретить невозможно даже ночью. Убийство происходит крайне редко. Самое популярное нарушение – это кража или взлом. Но это происходит раз в 100 лет. Здесь все друг друга знают. Поэтому, если украдешь, тебя быстро найдут. Будем честными, большой вклад в обеспечение безопасности вносят работники полиции, которые круглосуточно следят за порядком в городе. И я решила на себе испытать всю мощь армянских полицейских, отправившись куда? Правильно, в полицейскую академию. Так, значит, смотрите, занятие сегодня происходит по, спасаем товарища раненого. Значит, я полицейский, которого ранили. Мои друзья приехали на машине. Ну и вот я лежу, жду, значит, чтобы они меня спасли, так сказать. Лежу. Ну, что-то они так не сильно торопятся. Знаешь, я как легла, так и лежу. А знаете почему? Потому что в Армении абсолютно безопасно. Тут можно лежать, знаешь, как угодно. Знаешь, если сегодня 12 градусов, знаешь, кому какая разница, что я лежу на асфальте, понимаешь? Ну, такие вот занятия. В общем, лежит человек себе и лежит. И пока полпотока не отработали на мне эту тему лекции, я периодически загорала лежа на асфальте. В нашей академии учатся 4 года. У нас есть бюджетные места со стипендиями, но их немного. Остальные платят 600 тысяч драм в год. Итак, пара по спасению раненого товарища начинается. Хорошая академия, и пара здесь интересные. Как не спасение товарища, так задержание особо опасного преступника с элементами экстремального вождения. И догадайтесь, кто опять в главных ролях. Ой, да, не хотела бы я быть на месте преступника. Ай! Потому что это же просто невозможно, понимаешь? И тут, конечно, такие сложные дороги, поэтому ребята должны ездить очень... Ой!
очень хорошо. Ну, прошу прощения, можно выйти? Пока я там тряслась, водитель, он же преподаватель, рассказал, что пара здесь начинается в 9:30, длятся по 80 минут, и девушек здесь учатся практически столько же, сколько и парней. И я чисто по-женски могу их понять. Наши армянские мужчины идеальны, но чтобы найти мужа, не обязательно сюда поступать. За стенами академии тоже водятся отличные женихи. Двери в такой машине, понимаешь, открывают, так сказать, как на красную дорожку, потому что они изнутри не открываются. Ой, господи. Ну все, спасибо. Хорошо покаталась, ой, капец. После выпуска наши студенты не ищут работу, ведь она их уже ждет. Кто-то по распределению будет работать в прокуратуре, кто-то в полицейском участке, ну а кого-то определят следить за порядком на дорогах. Но для этого надо хорошо учиться. Это урок ДТП. ДТП, да, правильно. Когда что-то происходит, люди же должны понимать, что приезжать и делать, правильно? И вот тут, видишь, бумажки оформляют. А оценки ставят на этом уроке? Да, конечно. Серьезно? Двоечники есть? Нет. Здесь их нет. В Армении двоечников не бывает. Поэтому тут вкусно, красиво, безопасно. И ДТП тут тоже не бывает. Зачем это вот надо такие уроки делать? Жители Еревана любят свой город, и на вопрос, какие же здесь есть минусы, говорят неохотно. Ведь выносить ссоры из избы – это не про них. Но все же пара-тройка героев сошлись в одном, что самая большая проблема для них – это пробки. Я работаю только до 5 вечера, потому что потом просто невозможно проехать. Пробки затрудняют и нашу работу. А проблема в том, что когда проектировали дороги, никто и подумать не мог, что по ним будет ездить столько транспорта. Ведь если раньше машина была у каждого сотого, сейчас, дай бог, чтобы у каждого была только одна. У меня есть золотое правило. По центру передвигаться только пешком. А если надо поехать куда-то дальше, то вызываю такси. Если бы я жила в Ереване, я бы не ездила на общественном транспорте, потому что я спокойно могла бы себе позволить ездить на такси. Вот так. В городе есть троллейбусы, маршрутки, автобусы, и стоимость проезда везде 100 драм. При этом поездка на такси по городу обойдется в 600-1000 драм. Я еще учусь в университете, но без проблем могу позволить себе такси, потому что это дешево. Но где вы еще проедетесь на такси за $2,5? А? Не зря оно одно из самых дешевых в мире. Даже в Непале такси стоит гораздо больше, а разница в сервисе, если это можно назвать, колоссальная. Кстати, в Ереване таксистом может стать абсолютно каждый. Несколько лет назад правительство Армении отменило все лицензии для частных лиц. Если ты работаешь на своей машине сам на себя, весь заработок твой. Никаких налогов платить с этого заработка не надо. Главное не нарваться на штраф и не лишиться прав. А соблазн здесь велик. Для хорошего застолья нужно 2 составляющие. Хорошая компания. Так, как вот здесь у меня. И правильный напиток. И Армения славится этим. О хорошей компании мы поговорим чуточку позже. А начнем мы с коньяка. Об этом знаменитом напитке ходят легенды, вьются притчи и небылицы. Ну, так мне сказали местные, по крайней мере. Я понятия не имею, что там вьется, но то, что этот напиток знает во всем мире, это факт. А знает потому что... Это лучший коньяк в мире, а секрет в том, что для его изготовления используют чистую родниковую воду, а также фрукты, выращенные на наших полях под армянским солнцем. Наш коньяк ориентируется на вкусовые рецепторы потребителя. Его вкус незабываемый. В то время как в европейских коньяках на первом месте его запах. Мы с вами не будем забывать о том, что алкоголь вредит нашему здоровью, поэтому я, пожалуй, просто понюхаю этот напиток богов. О, мама мия. Ребята, Что чувствуете? как сказать правильно? Ваниль есть? Шоколад есть? Чоколаду?
Есть ванила, да. Шоколад тоже есть. Да ладно. Это какой-то, слушай, завод десертов. Да. И таких бочек здесь, друзья мои, видимо-невидимо. Ну а что вы хотели? Каждый год завод продает от 10 до 15 миллионов бутылок. Но прежде чем они попадут к вам в руки, они проходят тщательный отбор. Ой, как интересно. А что вы делаете? Мы проверяем бутылки и сам напиток на наличие несоответствий. Они так быстро идут, как вы успеваете. Я ничего не успеваю видеть. У вас хорошее зрение. Не очень уже, да, в очках уже сидите. О, увидели, да? Она грязная, видите, вот здесь. Грязная тоже, да? Да, Ее надо помыть? да. Ох, какая сложная работа у вас, я хочу сказать. А когда бутылки прошли суровый отбор, их ждет следующий этап. Капец, короче. Я вам еще принесла. Ой, красота. Спасибо. А что вы тут делаете? Мы здесь акциз клеим. Хотите тоже приклеить? Дайте вам. Давай. Попробуйте. О, Господи. Вот так попробуйте. Я вот так оторву. Да, можно и вот так. Я вот так вот оторву. Конечно, если бы я работала, я бы вам всю работу запорола. Получилось очень хорошо. Мне и самой понравилось. Дайте нам еще бутылки. О, видишь? Давайте. Давай. Я настолько вошла в кураж, что решила даже узнать, как здесь обстоят дела с оплатой труда. А хорошо платят на этой работе? Конечно. Серьезно? Нехорошо, нормально. Все слышали? Не сказать, что я прям как-то сильно старалась, но, видимо, пошел слушок о моем умении клеить. И меня пригласили в еще один отдел. Я уже профи. Ну все, Ну, хорошая работа, я вам скажу. Только жарко. конечно. Кстати, на заводе трудится 350 человек. И мне кажется, что 348 из них я встретила, пока расклеивала акциз и проверяла бутылки. А двух главных людей я оставлю на закуску. Вот что такое Армения. Коньяк, застолье, красота. Ребят, мне просто вот интересно, технолог, генеральный директор, возможно, не спится с такой работой? Все под контролем. Мы профессионалы своего дела. То есть вот вы приходите на работу, да, вот, то есть там доктор приходит, там берет в руки скальпель, что-то там начинает делать. А вот технолог, приходя на работу, что вот он первое делает? Как и полагается, рабочий день начинается с дегустации. Но поймите, это чисто рабочий процесс. Ведь коньяк не будут разливать в бутылки, пока я не дам добро. То есть, а сколько вы должны попробовать с утра? Бутылок или чего? Это зависит от дня. Бывает, почти не пью, бывает, весь день надо что-то проверять и проверять. Хочу сказать, хорошая у вас работа. Знаю. Работа хорошая и ответственная, ведь коньяк этот пьют в 35 странах мира, поэтому качество должно быть соответствующим. Мы делаем наш коньяк с душой и любовью. Ой, с душой, с любовью я уже поняла. Значит, пришел на работу, и тут тебе и душа, и любовь. А я думала, у меня работа мечты. Нужно менять профессию. И если с коньячным заводом не сложится, то мое строительное образование наконец-то может мне пригодиться. Хотите узнать почему? Я расскажу. Но для начала поедем-ка мы в один из самых старых районов в самом центре столицы, который называется Конт. Когда я был мальчишкой, бегал туда к друзьям в гости. Пару лет назад оттуда переселили родители моего друга. Теперь они живут в новострое, а их дом будут сносить. Для Еревана вполне нормальная практика, когда на месте одного из таких домов, который держится на добром слове, появляется многоэтажный дом или торговый центр. И местный юрист мне не даст соврать. Этот район действительно лакомый кусок для застройщиков, поэтому они выкупают у местных жителей их дома и квартиры, либо же взамен предлагают жилье в будущем новострое. И должен сказать, поступают все честно. Я не слышал ни одной негативной истории. А пока одни сносят старое, чтобы осовременить город, другие пытаются сохранить теплые воспоминания прошлого, как, например, Артак Товмасян.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Слушайте, ну у вас шикарный дом, я хочу сказать. Что это за хоромы? Это моя квартира, где я вырос. И все бы ничего, вот только это не настоящая квартира, а ее точная копия. А зачем вы сделали точную копию своей квартиры? Во-первых, для себя. Это все мое родное из детства. Во-вторых, в воспитательных целях, чтобы дети видели, какой раньше была жизнь, и не отрывались от реальности. Моего нового знакомого знает весь Ереван. Он успешный бизнесмен и меценат. И живет Артак в доме, как 20 этих квартир. Но сколько бы тебе ни было, и каким бы успешным ты ни был, корни дают о себе знать. И все равно тянет в родной дом. Родительский дом для нас – это святое место. Ведь армяне очень семейные люди, которые соблюдают все традиции. Гости к вам приходят сюда? Да, тут часто бывает моя дочь. А также я сюда приглашаю своих друзей. Они всегда в восторге от этой квартиры, а я получаю от этого наслаждение. Часть вещей сохранились еще с тех времен. Например, ковер на стене, хрустальный сервиз и одежда родителей. Вот кепка, которую отец надевал. Это все вещи того времени. Боже, шапки. Вот все, что сохранилось. А такие саквояжи в то время были модными. Это просто тут, знаешь, это винтажный дом, так сказать. Это потрясающе. Я такое вижу впервые, честно вам скажу. Но многое, конечно, пришлось купить. Что-то, как холодильник и магнитофон, оригинальное. А вот обои были сделаны на заказ. Точь в точь, как 50 лет назад. Могу себе представить, сколько это стоило. Хочу сказать, что меня так давно не удивляли люди, как это удалось вам. Честно сказать, я просто в шоке. Даже я будто вернулась в свое детство и заглянула в бабушкину квартиру. Но сеанс ностальгии подошел к концу, и лучше нам все же вернуться в нашу реальность. Когда я приезжаю в какую-либо страну или город, меня всегда интересует, какие же люди тут считаются красивыми. Вопрос красоты для меня очень важен. Поэтому сейчас узнаем, что в Армении считается красивая женщина и мужчина. А начнем, пожалуй, с мужчин. Красивый армянский мужчина обязательно с бородой, красивыми глазами и строгим взглядом. Прекрасно понимаю иностранных девушек, которые любят армянских мужчин. Думаю, вся красота мужчин в глазах и носе. Плюс-минус я эти ответы и ожидала услышать, но с женской красотой здесь все чуточку сложнее. Красота требует жертв, а красота по-армянски требует 550 тысяч драм. А все потому, что ринопластику за спасибо никто делать не будет. У всех нас есть определенная генетическая особенность, которую видно невооруженным взглядом. И чтобы эту особенность уменьшить, многие обращаются к хирургу. График Арама Аветисяна расписан на 2 месяца вперед. Ведь каждый день 2 девушки ложатся к нему под нож. Что чаще всего клиенты просят делать? Самая частая операция в нашей клинике – это ринопластика. Молодые девчонки гонятся за красотой. Какими-то стандартами красоты и хотят шаблонный носик. Но не всегда их желания совпадают с моими возможностями и с законами природы. Конечно, знаешь, мало хочет она вот этот малюсенький свой носик, понимаешь, а у нее может такое лицо, как вариант. А были ли случаи такие, когда вы отговаривали пациента от того, чтобы он делал операцию? Сколько бы я этого ни пытался сделать, ни одна пациентка еще не отказалась. Бывает, хотят такое сделать на своем лице, что мне приходится объяснять. Если я воплощу в реальность их мечту, то они попросту не смогут дышать. Я, как и некоторые мои подруги, тоже уменьшила нос. Но решилась я на операцию только из-за проблем с дыханием и перегородкой. Я без лекарств и вздоха сделать не могла. Я совершенно спокойно отношусь к тому, что многие наши девушки меняют носы. Но меня и старые устраивали, если что. А у вас нет профессиональной деформации, что когда вы разговариваете с человеком, вам хочется что-то изменить в его лице?
Есть такое. Я буду паранджу носить. Поменяйте что-то моего оператора, это там много работы. То есть я идеальная. То есть я уже, знаешь, меня уже не будем трогать, а вот с оператором можно поработать. Скажу вам по секрету, многие мои знакомые парни тоже делают носы, чтобы быть в тренде. Люди со всего мира едут в Ереван на ринопластику, так как у нас отличное качество и при этом очень маленькие цены по сравнению с другими странами. Готовьтесь к нашествию. Все слышали? И дешевле, и качественнее, и будет носик у вас, как у меня. Не дай бог, кстати. Кстати, как вы думаете, чей нос здесь пользуется самой большой популярностью? На первом месте нос подруги, чья операция прошла успешно. А на втором нос самой знаменитой армянки в наши дни – Ким Кардашьян. Она, конечно, операции здесь не делала, но зато детей тут покрестила. Обычно, когда голливудские звезды приходят в какое-то место, оно становится супер популярное. Но этой церкви не нужна никакая Ким Кардашьян. И речь идет о Эчмиадзинском монастыре. Кроме того, что он один из самых старых в мире, так еще и добрую половину всех армянских детей здесь покрестили. И невероятное количество пар здесь повенчали. Местные жители очень религиозный народ. Ведь Армения была первой страной в мире, которая приняла христианство как государственную религию. На этом историческую сводку мы закончим и отбирать хлеб у энциклопедии не будем. Лучше просто спросим местных жителей, как они относятся к религии. Я постоянно хожу в церковь и детей своих беру на воскресные службы. Недалеко от нашей школы есть церковь, и туда ходят многие мои одноклассники. Вот к одноклассникам Давида я сейчас и пришла. Руку тянет, видишь, уже хочет что-то спросить. Спросить какой-то вопрос у ребенка. Вот в школе так проходит урок шахмат. Это обязательный урок, представляете, да? За который получают оценку дети. Поэтому, в общем, так интересно. У меня всегда были шахматы по желанию, знаешь, а тут именно... О, смотри, тут уже кто-то выиграл, да? Все, чик-чирик и шах и мат. Вот это да, получила оценку и красота. Умные дети. Каждый школьник со 2 по 4 класс обучается игре в шахматы, потому что... Во-первых, наша шахматная сборная занимает первые места на всех мировых соревнованиях, и они кумиры для всех наших детей. Во-вторых, этот предмет отлично развивает логику и мышление, поэтому он очень важен. Шахматами меня, конечно, удивили. А в остальном школа вполне себе стандартная. В нее идут с 6 лет и 18 заканчивают. Обучение и все кружки бесплатные. Сказали, что даже на шторы с родителей не берут ни копейки. А вот о школьных буднях я уже лучше узнаю у Давида, ученика 9 класса. То есть, подожди, скажи мне, то есть это кабинет у вас информатики? Да. Ага. А тут только сколько? 3, 4, 5, 6 компьютеров, а сколько у вас в классе человек? У нас в классе 24 человека. А сейчас у тебя есть какие-то уроки? Да, у нас сейчас физкультура. Ну и ты, короче, решил лучше со мной, правильно, в кабинете информатики, чем там. Все правильно. А ты во сколько в школу приходишь? А во сколько я в школу прихожу? Мы все же выяснили, что приходит Давид к первому уроку, который здесь, как и во всех других школах Армении, начинается в 8:30. А если ты проспишь? У нас охранники добрые, и они все равно впустят меня в школу. То есть у тебя нет проблем, если ты проспишь? Да. Слушай, у тебя какая-то хорошая жизнь, да, получается? Ой, не знаю, у кого как, а у меня детство ассоциируется не с танкинсами из таблицы Менделеева, а кое с чем другим. Знаете, все мое детство прошло в джазе, так сказать. Мой папа джазовый музыкант, поэтому кроме джаза в детстве я ничего не слушала. И что такое хороший джаз, я хорошо знаю. Ну, кажется, и армяне тоже знают, что такое хороший джаз.
Не удивлюсь, если джаз, как и все остальное, тоже придумали армяне. Ведь играют они просто как боги. Армянский джаз очень популярен, из-за чего у нас большое количество талантливых музыкантов. Но на сцене этого клуба выступают только лучшие. Почему вы пришли в этот клуб? Потому что мы любим джаз. Армяне вообще любят джаз, я правильно понимаю? Именно так. Армянский джаз не менее знаменит, чем коньяк или гора Арарат. Он особенный, и наши артисты не похожи ни на кого. Очень сложно конкретно назвать, чем мы отличаемся от других. Думаю, причина в генах. Мы очень музыкальны и артистичны. Ну, то есть джаз, мне кажется, он даже в крови у армян как-то есть. Мне кажется, это такая музыка прям ваша. 100%. Это Арам и Мане. Совсем недавно они стали мужем и женой. И стоит сказать, что у каждого местного жителя есть своя невероятная история любви. Со своей будущей женой я познакомился на операционном столе, практически. Я влюбился в нее, когда делал ей нос. Свою жену я знаю с самого детства, мы жили в соседних домах. Свою любимую жену я встретил за школьной партой, и это оказалась любовь на всю жизнь. Как вы поняли, для многих первая любовь стала главной и единственной. Но так здесь было не всегда. Раньше армянские родители выбирали пару своим детям еще в детстве. Сегодня, кажется, все изменилось. Надеюсь. Я женился по совету родителей и не жалею об этом. Когда я был студентом, помню, как моему другу родители запретили жениться на его любимой. Им не нравилась и ее семья. Он страдал страшно, но потом женился на другой. Слава богу, что это все осталось в прошлом. Я женился на любимой женщине, и детям своим не буду запрещать самостоятельно выбирать свою половину. Это ведь их жизнь. Но если жених моей дочери окажется идиотом, то я так ему это и скажу. А о том, с какими трудностями приходится сталкиваться молодым парам в Армении, узнаю у Арама и Мане. А как вы познакомились? Мы познакомились онлайн, как и большинство молодежи сегодня. Но самое интересное, что уже через 2 месяца после первой встречи мы поженились. А скажите, то есть, когда вы познакомились, вы знакомили родителей? И как это происходило? Наши родители не знали о наших грандиозных планах. Своей маме я сказал за 2 дня до свадьбы. Ее мама знала, а вот папа нет. Вы знаете, отцы тут строгие, и мы решили не рисковать. Ну, подожди, а если бы твой папа потом бы сказал нет? Даже если бы родители были против, то мы остались бы при своем. Но, слава богу, все всех приняли. Ох уж эти армяне! С родителями жениха согласуй. Джаз люби, коньяк умей пить. Но самое главное, судя по всему, тут никто не занимается спортом. Прям как я люблю. Или занимаются. Вы знаете, я терпеть не могу все вот ваши виды спорта. Тренажерные залы, велодорожки, мячики, скакалки. Наконец я нашла вид спорта, который мне подходит идеально. В нем нужно всегда сидеть на стуле. Шах и мат. Гроссмейстер из меня, конечно, на 3. Меня и армянский второклашка обыграет. Поэтому в сегодняшних соревнованиях я, пожалуй, участвовать не буду. Просто понаблюдаю. Шахматы, без сомнения, национальный вид спорта. Пока в Дании играют в гандбол, в Доминикане в бейсбол и в Испании в футбол, каждый уважающий себя армянин должен отличать ферзя от пешки и знать, как обыграть соперника. Когда мы играем с папой в шахматы, победа всегда за мной. У нас каждая девочка в 2 счета обыграла бы героиню сериала «Ход королевы». Я чемпион по шахматам в нашем парке. Сегодня я как раз попала на соревнования среди пенсионеров. На кону приз в 30 000 драм. И борьба просто нешуточная. На этом месте могла бы быть моя подводка. Но в этом клубе сбылась мечта миллионов моих любимых комментаторов. Мне запретили говорить. Но рот-то мне никто не запретил открывать. Но и это судьям не понравилось.
Если вы не умеете читать по губам, то я вам коротко расскажу. Они подумали, что я подсказываю, и выгнали меня с поля битвы. Ой, я и так собиралась уходить, ведь меня заждался легендарный армянский гроссмейстер Рафаэль Ваганян. Сколько лет вы уже играете в шахматы? Да, в общем. С 5 лет играю, а мне уже 71. Всю жизнь, в принципе. Да, всю жизнь. Почему шахматы? Вот почему? Почему не знаю, не футбол? Шахматы больше любил мой отец. А я, кстати, больше любил футбол. До 5 лет. Нет, до 12. Но отец решил, что мне лучше сосредоточиться на шахматах. Я ему благодарен, потому что я добился в них успеха. А Рафаэль Артемович, на секундочку, чемпион СССР и заслуженный мастер спорта. Помогает ли вообще вот в жизни вот эта вот логика умения играть в шахматы, вот в жизни там продумывать на несколько шагов вперед? Конечно, шахматы полностью меняют твое мышление, поэтому у нас в школах и ввели обязательные уроки. Они очень помогают быть вдумчивым и логично мыслить. Ой, для юноши вдумчивость и логично мыслить – это вообще Да. основополагающие Так оно и есть. качества. Да. Многие бывшие соперники и друзья Рафаэля Ваганяна красуются в списках Forbes. Например, состояние самых богатых шахматистов в современности оценивается свыше 50 миллионов долларов. А шахматисты вообще обеспеченные люди? Нет, сегодня среди всех шахматистов мира обеспеченными можно назвать человек 15-20. А остальные скорее вкладывают деньги в этот спорт, а не зарабатывают на нем. В моей молодости было лучше. Мы были суперзвездами, мы были на телевидении и во всех газетах. Я, как и многие другие шахматисты, работаю на обычной работе, а в качестве хобби играю в шахматы. И выигрыши в турнирах скорее приятный бонус к нашим небольшим пенсиям, чем способ заработка. Вне зависимости от пола и профессии, все жители Еревана выходят на пенсию в 63 года. Сумма выплат зависит от стажа. Чтобы вы немного ориентировались, люди с минимальным стажем получают от государства примерно 31 тысячу драмов, со средним стажем около 44 тысяч. А как сегодня вот живут люди на пенсии в Ереване? Тяжко. У нас маленькие пенсии. Но мы всегда надеемся, что они станут лучше. Пенсионерам помогают дети или они вынуждены работать тут? Да, наши дети нам очень помогают. Вообще, в Армении все дети благодарны своим родителям и всегда поддерживают их финансово. Наши родители с детства показывают своим примером, как надо заботиться о старших. Поэтому мы не понимаем, как можно бросить своих пожилых родителей. Вы уже с высоты своего возраста, чтобы вы вот могли, я не знаю, вот сказать молодежи, которая еще далеко до пенсии, вот как вот ей прийти на пенсию, чтобы быть здоровым? Молодежь у нас хорошая. Они умнее нас с вами. Но сейчас везде так неспокойно, я могу лишь пожелать им, чтобы был мир и у них была возможность реализоваться. И напоследок я решила узнать, о чем жалеет наш пенсионер. Ни о чем. Вы знаете, у меня в карьере было одно самое главное поражение, которое меня лишило некоторых званий. Но если бы не оно, я бы не оказался в родном городе и не встретил бы свою любимую жену. А значит, и детей бы не было моих. Поэтому любой конец и любое поражение – это новое начало. Поэтому ни о чем никогда не жалейте. Поначалу кажется, что жизнь тянется. Сначала беззаботное детство, потом школа, уроки, друзья, одноклассники и жизнь полная развлечений. Но стоит нам закончить университет и получить профессию мечты, как дни начинают лететь, как бешеные. Поиск работы второй половины, свадьбы, роды, крестины, покупки квартир, заботы, дела, успехи и неудачи, победы и поражения. И постоянная спешка, погоня, соревнования с самим собой. И во всем этом круговороте мы порой забываем жить. Жить, находить радость в счастье в каждом дне, каким бы он ни был, и наслаждаться тем хорошим, что нас окружает, пока не придет наш час. Live the good life. I wanna get lost tonight. Get on a one-way flight out of here and start living the good life.
Проведя время в Ереване, я поняла, что за всеми этими коньяками, изобретениями, вкусной едой и вообще всем, что мы знаем об армянах, стоят невероятные люди. Талантливые, умные, веселые и очень гостеприимные. Для них семья, традиции и Армения всегда на первом месте. А когда кто-то из них начинает рассказывать о Ереване, можно узнать огромное количество плюсов. У нас вкусно. Очень душевно. У нас самые лучшие люди. Дешевые цены. Очень безопасно. Повсюду чистота. У нас здесь один большой плюс. Но когда речь заходит о минусе, им рассказать особенно и нечего. Пробки. Небольшие зарплаты. Загруженные дороги. Очень разная погода. Пробки. 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 Изобилии современного мира мы часто теряемся и можем забывать о главных вещах. И лучший способ приземлиться и понять, чего нам действительно не хватает, порой это посмотреть на жизнь других.